Всем привет! Меня зовут Алекс. А меня зовут Елена, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что тема пришла к нам от одного из зрителей. Да, к нам в редакцию пришло множество писем. Я прочту вам оба. Нас попросили сделать выпуск с полезными фразами и диалогами для продавца в магазине одежды. Так что сегодня мы говорим про общение продавца и покупателя. Сразу честно скажем, никто из нас никогда не работал продавцом. Зато мы оба много раз были покупателями, а это тоже кое-что значит. И еще важный момент. Сегодня мы будем делиться личными ощущениями, а не давать универсальные правила. Люди очень разные, у каждого свой характер и свои привычки. То, что раздражает меня, может нравиться другому человеку и наоборот. Поэтому воспринимай это не как инструкцию, а как два личных мнения. Хорошо, давай тогда пройдем по шагам, с которыми сталкивается каждый покупатель в магазине одежды. Первый шаг – это вход в магазин и первое приветствие. Алекс, что тебя раздражает в этот момент? Меня бесит, когда продавец сразу с порога спрашивает: «Здравствуйте, чем я могу помочь?» Или «Что вас интересует?» Блин, я даже еще не понял, куда зашел и что хочу посмотреть, а мне уже задают вопрос. Мне нравится, когда просто говорят «добрый день» и дальше занимаются своими делами. Без вопросов, без взгляда, без ожидания моего ответа. Даже если со мной никто не поздоровается, то я не обижусь. У меня то же самое. Простое приветствие и все. Дальше я сам решаю, что и где смотреть. Другой вопрос. Если я пришел в магазин с конкретной целью. В большинстве случаев мужчины точно знают, зачем они сюда пришли. Допустим, мне нужны джинсы. Если я сразу их не заметил, я могу спросить: «А где у вас джинсы?» И вот тут есть тонкий момент. Продавец может просто сказать «прямо и налево» или показать рукой, а может сказать «пойдемте, я вас провожу» и отвезти меня в нужный отдел. Кстати, ребята, тут я хочу сразу отметить одну вещь, которая есть в русском языке, но, возможно, ее нет в вашем родном. Это обращение на «ты» и на «вы». Продавец в магазине всегда обращается к покупателю на «вы». Исключение только дети, к ним можно на «ты». Да, это в английском языке есть только одно слово «you», и оно на все случаи жизни. В русском языке обращение на «ты» к незнакомому взрослому человеку не принято. И раз уж мы заговорили об обращениях, если нужно обратиться к самому продавцу, то к женщине обычно обращаются девушка, к мужчине — молодой человек. И это никак не связано с настоящим возрастом человека. Ладно, мы зашли в магазин. Что дальше? Меня раздражает, когда продавец ходит за мной по пятам через весь магазин. Это прямо бесит и заставляет либо торопиться с выбором, либо вообще уйти из магазина. Мне важно, чтобы у меня осталось пространство подумать. Если нужна помощь, я сама подойду или позову. Ну, знаешь, а кому-то наоборот, нравится повышенное внимание. Кому-то важно, чтобы продавец был рядом каждую секунду и подсказывал буквально все. Здесь нет универсального правила, есть просто разные типы людей. Кстати, кодовая фраза сегодняшнего видео — самолет. Хорошо, идем дальше. Ты уже выбираешь конкретную вещь и разговариваешь с продавцом. Вот здесь для меня самое неприятное — это когда хвалят абсолютно все подряд. Что бы я ни взяла, продавец говорит: «Это вам очень идет». Почему? Женщины же любят комплименты. Не в этом случае. Я понимаю, что человеку нужно продать вещь, это его работа. Поэтому мне говорят дежурные фразы. Мне нравится честная реакция, даже если она не в мою пользу. Например, если продавец скажет: «Этот цвет вам не очень подходит, может, посмотрим другой?» Или «Это платье вас немного полнит, давайте посмотрим другой фасон». Мне важно, чтобы продавец задавал уточняющий вопрос, а не просто соглашался со всем. И если я сомневаюсь, приятно, когда предлагают альтернативу. А меня бесит, когда продавец начинает давить. «Берите, это последний размер» или «Такая скидка только сегодня». Это звучит как манипуляция. Если мне действительно нужно, я и так возьму. Знаешь, если подумать, все это на самом деле про одно — про смелость. И продавцу, и покупателю нужна смелость честно сказать, что им нужно. Продавцу не бояться отказа,
а покупателю попросить о помощи или наоборот, вежливо отказаться от нее. Согласен. И мне кажется, это универсальный совет. Если чувствуешь, что человек напрягся, лучше отступить, чем настаивать. Никакой инструкции на все случаи не существует. Есть просто внимание к человеку напротив. И раз уж мы сегодня выступаем именно как покупатели, важно сказать честно. Мы ни разу не работали продавцами, поэтому смотрим на ситуацию только с одной стороны. А теперь давай попробуем сыграть в магазин, как в детском садике. Я продавец, ты покупатель. Окей, допустим, мне нужна куртка. Итак, я захожу в магазин. Добрый день. Добрый. У вас есть куртки? Да, конечно, в конце зала с правой стороны. Вам помочь с выбором? Нет, спасибо. Я пока просто посмотрю. Конечно, не буду вам мешать. Так, я пришел на место, посмотрел разные варианты, и мне приглянулась одна куртка, но не того размера. Смотрю по сторонам. Вот продавец в 5 метрах перекладывает джинсы. Обращаюсь к ней. Девушка, можно вас на минутку? Скажите, вот эта модель есть на размер побольше? Секунду, я проверю по базе. Знаете, ваш размер есть, но куртка чуть темнее. Принести или посмотрите похожую модель вашего цвета и размера? Вот она на вешалке? Нет, эту я уже смотрел. Тут карманы другие, она мне не нравится. Хорошо, тогда подождите минуту, я принесу ваш размер со склада. Хорошо, спасибо. Мужчина, ваша куртка. Цвет чуть темнее, как я и говорила, но под черные джинсы пойдет отлично. Да, мне нравится. Еще хотите посмотреть шарф под цвет куртки? У нас как раз новая коллекция. Нет, спасибо, в другой раз. Хорошо, тогда проходите на кассу, я сейчас все принесу. Да, спасибо. Вот видишь, никакой магии, просто внимание и уважение к человеку на каждом шаге. Согласен. И это работает вообще в любом магазине, независимо от того, что там продают. Кстати, если вы сегодня внимательно слушали, то знаете кодовую фразу этого видео. Напишите ее в комментариях, а заодно подскажите, про что вам было бы интересно услышать в наших будущих выпусках. А в следующем видео мы поговорим о мотивации. Как перестать откладывать и начать говорить на русском языке уже сегодня. Тема называется «Хватит терять время. Начни говорить». Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске. Пока. Пока.